Тайгир, смотритель заповедника, проснулся рано утром и отправился осмотреть свою знаменитую саванну. Солнце уже начинало припекать, и он спешил, чтобы успеть передвинуться в тень деревьев, когда вдруг его взгляд упал на тонкую фигуру, медленно шествующую по горизонту. Тайгир сразу понял, что это львица. Она была просто истощена, ребра торчали из-под ее шкуры, а ее шаги были тяжелыми и неуверенными. Сердце Тайгира жалось от сострадания. Он решил пойти к львице, чтобы помочь ей. Он достал небольшой кувшин с водой, который всегда носил с собой, и подошел к львице. Та остановилась и осторожно взглянула на него своими усталыми глазами. Тайгир медленно поднес кувшин к ее пасти, и львица начала пить с благодарностью. Когда она утолила жажду, Тайгир решил, что не может оставить ее здесь одну и беспомощную. Он пришел в заповедник и сообщил о своей находке коллегам. Вместе они решили забрать львицу в заповедник и помочь ей поправиться. Тайгир сам назначился ответственным за ее уход и питание. Он назвал ее Шакиру в честь сильной и благородной львицы, о которой слышал в детстве. Дни превратились в недели, а недели в месяцы, пока Шакира медленно, но верно восстанавливалась подъезд заботой Тайгира. Он уделял ей особое внимание, следил за ее питанием и здоровьем. Львица начала полностью доверять ему, и между ними появилась особая связь. Однако с каждым днем становилось все очевиднее, что заповедник не является идеальным местом для Шакиры. Она была дикаркой, привыкшей к жизни на свободе, и она не смогла приспособиться к жизни в ограниченном пространстве заповедника. Ее глаза стали грустными, а рык ее голоса проникал прямо в сердце Тайгира. Смотритель заповедника понимал, что должен принять сложное решение — отпустить Шакиру обратно в окрестности саванны. Он знал, что этот выбор будет лучшим для нее, но сердце Тайгира было разбито. Он проводил львицу до границы заповедника, пожелал ей удачи и надежды на счастливую жизнь, а потом обернулся и побежал прочь, чтобы скрыть слезы. Годы прошли, и Тайгир продолжал заботиться о своем заповеднике. Он был счастлив, что может предоставить приют множеству животных и защитить их от опасности. Однажды, когда он гулял по заповеднику, он услышал странный звук. Он остановился и пригляделся, перед ним находился носорог, готовый атаковать. Тайгир был настороже и не знал, что делать. Но вдруг сзади него послышался знакомый рык. Он обернулся и увидел Шакиру, свою прежнюю подопечную, стоящую перед носорогом, готовую защитить его. Львица проявила невероятную силу и храбрость, отпугнув носорога и спасая Тайгира от опасности. Тайгир был потрясен и восхищен этим неожиданным событием. Он понял, что это была Шакира, которую он спас много лет назад. Он подошел к ней и обнял ее с благодарностью и любовью. Они провели несколько минут в объятиях, и Тайгир почувствовал, что они стали связаны не только судьбой, но и душами. Тайгир продолжал работать в заповеднике, но теперь он знал, что Шакира всегда будет рядом, готовая помочь ему в трудные моменты. Они стали настоящими друзьями и союзниками, и их история стала символом силы и верности. Тайгир благодарил Шакиру каждый день за ее смелость и прекрасное спасение, и они продолжали жить вместе. В этом маленьком уголке саванны, где любовь и дружба преобладали над любыми трудностями и испытаниями. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.